Всем привет, друзья! Дети у нас уже сели обедать. В общем, на обед у них тесто от Бешбармак, залила бульоном, запарила новый лук. Дети у нас обожают лук. Напишите в комментариях, у кого дети тоже любят лук. Миша, аккуратно кушай, ты опять всю кофту из этого самого. Только тесто, курочку не положила? Курочку положила. Только тесто от Бешбармак. Ну, тесто, курочка, да, и бульоном все залила, новый лук запарила. Дети афетолсон. Что ты хотел там показать? А у нас солнце нет, как я вам вчера сказала. Все, солнышко закончилось. Асфальтируют. Сейчас мы посмотрим. О, свежо, прям солнца нет, прям свежо. Ну, в тоненькой тунике некомфортно. Вот. Человек там пошел в кофте, в принципе, в штанишках. А нашу глухую деревню, пыльную, невзрачную, ужасную, взялись асфальтировать. Не прошло и года, как мы тут, и, наконец, вот эти кусочки стали асфальтировать. Я точно не знаю, мы отсутствовали в то время, когда это все колупали. Вроде как это не то воду... Лёш, что это прокладывали? Воду или канализацию? Мы не застали, но не то воду, не то канализацию прокладывали. Вот, и по всему нашему поселку вот такие вот расколупанные были полосы. Вот, но сейчас заколупывают назад. Такие у нас дела. О нет, только не бассейн, нам пишут полухейтеры. Бассейн весь зашкурили. Замазали. Активно готовимся к купальному сезону, а море сегодня сливается с небом. Его как будто нет. Оно сегодня замаскировано. Сегодня на момент съемки понедельник, мы уже никуда не пойдем, разве что, может, до магазина сходим. Вот, но... что-то в 9 часов нам должен был наш турецкий друг Ирай позвонить, но что-то не звонит. Наверное, спит, я так думаю. Он должен был нам ящик клубники заказать. Детям приятного аппетита. Макароны с курочкой у них. Здесь опять этот Бдушкин. А здесь Никифоров. Поздоровайся хоть. Привет! Всем привет, друзья. А у нас пасмурно. И море не видно. А видно чуть-чуть. Слушайте, ну так, прохладненько немножко стало. Что-то там поливают. Дядя. Что-то там ухаживают, что-то делают. Красоту наводят. Ой, слушайте, уже красиво стало, да, они тут за это самого ли затерли, что-то сделали, уже так красивенько стало выглядеть вокруг бассейна. И сам бассейн тоже, смотрите, какой идеальный. Супер. Шик, блеск, красота. Та-та-та. Так. Что это такое? А я принялась делать фунчозу. Я ее уже ошпарила. Ты смотри, овощи уже намыла. Нарезала огурчики. Сейчас еще болгарский нарежу, а эту морковку буду через станок пропускать. И лук мне еще нужен. Сегодня будет овощная фунчоза у нас. Привет, Миша! А я не записала картинку, но зато записала, что ты говоришь. В смысле? Что ты говорил? В смысле? Ты говорил такие вещи. Сидит, ухихикивается над нами здесь наша мама. Спряталась. Дети лопают. Что вы кушаете такого вкусненького, а? Фунчоза. Фунчоза овощная. Салатики всякие вкусные. Мяса нет? А ты какой хотел бы? Мясо подагра. Вон, кстати, сейчас папа с братом разговаривал. Адские боли от подагры. Да. Я знаю, это все. Очень сильно болело у него. Сперва нога, потом колено, потом
поднялась в одну руку, перешло в другую руку, перешло потом вниз на другую сторону. В общем, все болело. Не шутки, поэтому меньше мяса, ничего полезного от этого. Особенно бульоны нельзя кушать, мясные. Белок, мы все равно вам белок даем, вы днем кушали. Что вы кушаете? Но и так, опять же, вкусная. Сейчас Оля дала покушать. Она даже пустая, без всяких овощей вкусная. Какая она пустая? О, вода пришла. Ну что, друзья, смотрите, какая аппетитная вкуснятина получилась. Дети уже заточили фунчозочку. Да, с кунжутным масличком. Знаете, как вкусно пахнет кунжутное масличко? Просто шик, блеск, красота. Это у нас фунчозка для мукбанга. Алексей, ты готов к сложной, ответственной работе? Сожрать фунчозку. Ну что ж, придется, что ж. Засучить рукава. Да. Михаил Алексеевич. Кстати, что вы воду не открыли? Зачем? У нас все наш залито водой. Ну, а мало ли, я захочу именно отсюда. Ну, попьешь. Такая холодная, кстати, смотрите, она вся запотевшая. Короче, нам принесли воду. Очередной раз подорожала вода. Я не знаю, каждые 2 недели, наверное, они повышают ценники. Куда катится эта Турция, вообще не знаю. Это жесть, конечно. Я не жалуюсь. Нам на все хватает. Все хорошо, все хорошо. Вот. Но, тем не менее, что делать с такими ценами, я не знаю. Короче, рассказываю. Когда мы летом сюда приехали в июне 2021 года, воду мы начинали покупать с 12 лир. То есть мы сразу по 2 баклажки заказываем, за 2 баклажки мы отдавали 24 лиры. Вода потихоньку поднималась, 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 поднималась. Последнее повышение цены на воду было недели 2-3 максимум назад. А сегодня я очередной раз пишу, хочу заказать воду, а он мне говорит, вода очередной раз подорожала. И теперь мы за 2 бутылки отдаем 33 лиры. Вот. 2 недели тому назад нам повысили с какой цены? Мы просто марку поменяли, да, Лёш? Мы достаточно продолжительное время платили по 29 лир за 2 баклажки. 2 недели назад нам сказали, что вода подорожала, и поменяли мы марку на более дешевую, но она тоже хорошая. Нам, естественно, я все это делала, согласовывала с нашим турецким другом Ираем. Вот, он сказал, что в Адане они пьют именно тоже вот такую воду. Ну и сам продавайзер тоже сказал, что вода хорошая, можете не сомневаться, спокойно покупать ее. В общем, мы поменяли фирму и продолжали платить по 29 лир. А сейчас нам сказали, что и эта дешевая вода подорожала, и теперь она стоит 33 лиры. Вот такие дела у нас. И то нам еще скидку дают 50 куруш. Да, говорит, вообще 17, но вам 16. А что он показывает? Сайт показывает? Нет, он показывает на На калькуляторе? Да-да-да, он мне написал, что 17, то есть 34, 4 должно было быть, Вера. да, мы отдаем 33, нам за каждую баклажку по 50 куруш скидку, потому что мы представились детьми нашего друга Ирая. Я говорю, мой папа Ирай платит вам такую-то сумму. Это дело было еще летом. С нас они хотели брать немножко другую сумму. Я говорю, вот Ирай у нас, он, говорю, мой Ирай Бабам, говорю, платит такую сумму. С какого, кондачка я должна платить больше? Он говорит, да, говорит, это твой Ирай Бабам, значит, тебе такая же сумма. И мы, собственно, за счет того, что близко дружим с нашими турецкими друзьями, поставщик воды об этом знает, поэтому нам дает всегда скидку. Но 50 куруш смешная, конечно, скидка. Ну, как говорится, мала бородавка. Все же приятнее, да? Выкрутилась. Вот. Так, еще я вам хотела показать. Человек у нас сочинение пишет. Красиво пиши, сыночек. Выводи красиво буковки. Диктуй себе. Красивенько пиши, ты же умеешь. Давай вместе. Подожди. То, что настал, то. Мама! Подожди, сыночек, давай вместе. Какой отвратительный почерк, да, я тебе помогу. До конца этой клеточки доводи. Тот, вот, мо. Помедленней.
Отвратительный почерк, просто ужас. Я не знаю, как с ним бороться. Наверное, надо прям бороться с ним. Где рисунок твой по ИЗО? Миша, где рисунок по ИЗО? Его похвалили, сказали, что очень яркий, очень выразительный рисунок. Кстати, он говорит мне, что здесь на этом рисунке он рисовал себя. Но я прям здесь Алексея вижу. Не знаю, почему губы красные, но прям уши Алексея, морщины Алексея и прическа Алексея. А он мяч так и не разукрасил, да? Ну, я понимаю, что 5 поставили, но мяч не похож на мяч. Надо было разукрасить. В общем, учительнице понравилось. Как говорится, я художник, я так вижу. Самые выдающиеся художники мира рисуют еще более страшные картины. Да, они вообще там какие-то... Мазюки, да, мазюкают? Самая популярная картина — это «Черный квадрат». Черный квадрат, вот, Миша знает. Миша знаком с искусством. Короче, вот, такой рисунок получил ребенок за такой рисунок 5. И еще его похвалили, сказали, очень выразительный, яркий, классный рисунок. А, кстати, уж не про Украину ли он тут рисовал? Давайте тут еще допишем: мир во всем мире, мы против войны с Украиной. Ирина Ряховская писала мне вопрос, какие таблетки от сахара мы берем в Турции. Вот так называются таблетки. Активное вещество здесь метформин. В комплекте, вернее, в коробочке в этой, видите, она достаточно высокая. 100 таблеток. Стоимость Алексей покупал в январе, наверное, месяц тому назад. В аптеке эти таблетки в количестве 100 штучек стоили 34 лиры. И сколько-то куруш, но я не помню, сколько куруш. Ну, в общем, не более 35 лир. Вот так выглядят таблетки. В принципе, на наш глюкофаж похожи по форме. Вот. Но стоимость получается намного-намного дешевле. В общем, наш турецкий друг пьет просто мотофин 1000 мг. А я к нему пристала, что нам в свое время доктор выписала в России именно глюкофаж лонг 1000, то есть пролонгированного действия. И мы пьем всего 1 раз в сутки на ночь. Вот, поэтому я к нему пристала, что мне нужно именно лонг. Если лонга нету, то я буду закупаться в России. Когда вот в ноябре я летала в Россию, перед поездкой я ему выносила мозг. И он мне, значит, прошерстив турецкие сайты, нашел информацию о том, что вот этот вот мотофин XR соответствует нашему российскому глюкофаж лонг. Поэтому мы попробовали. И что я вам хочу сказать? Вы знаете, то ли лекарства пьем, то ли что. У меня, например, сахар после еды, ой, сейчас точно не вспомню, в районе 4,8. Вот, ну, через несколько часов после еды, естественно, не сразу, а там через 2-3 часа. Вот, утром меряю, например, сахар 5,1. Может, потому что таблетки пьем. Может, потому что питание опять-таки поменялось в Турции. Несмотря на то, что мы себе позволяем сладости кушать, мы и мед можем покушать, и выпечку, то, что я там рецепты на кулинарный канал снимаю, да, и выпечку можем покушать. Хотя в последнее время у меня на кофемашине лежат печеньки. Мы стараемся брать тузлу, соленые печенья. Они такие классные, в рот кладешь, а они рассыпаются и превращаются в песок. Такие вообще суперские печенья. Я их обожаю. Вот, наверное, один из единственных продуктов, один из немногих продуктов, по которым я буду скучать, если уедем в Россию. Вот, потому что, например, лабне, тоже нравится творожный сыр лабне. Лабне я в России легко могу заменить на Хохланд креметте. Очень вкусный, очень сливочный. Прям это самый-самый лучший сыр из творожных, которые я когда-либо пробовала. Лабне, он более, как это сказать,
мягкий по консистенции, да, то есть там больше жидкости присутствует в лабне, и он более с маленькой-маленькой, еле заметной кислинкой. Что касается Хохланда, он более такой густой, и кислинки там ни малейшей нет, только сливочный вкус. Поэтому в России я легко лабне заменяю на Хохланд, либо то же самое лабне Пынар продается в таких магазинах, как Окей, по-моему, Карусель. Могу ошибаться. Ну вот не во всех, конечно, сетевиках, но лабне Пынар в России тоже можно встретить. А вот такие печенья я никогда в России еще не встречала, вообще не пробовала никогда. Вот. Так что, если мы соберемся в Россию, я тоже и маме накуплю большое количество вот таких вот таблетинок, потому что Турция, например, очень-очень славится тем, что, во-первых, здесь никто не подделывает лекарства, никто никогда за это не возьмется. Во-первых, турки очень, как я уже говорила, глубоко верующий народ, очень честные, а во-вторых, у них за это чуть ли не пожизненное заключение, ну, в общем, очень-очень сильно. Никакой коррупции здесь... Никакая коррупция здесь, короче, не поможет никому ни за какие деньги. Если кто-то поймается на том, что подделали лекарства, все, это чуть ли не пожизненное заключение. Вот, так нам сказал наш турецкий друг, поэтому здесь люди за это не берутся. Никто не подделывает лекарства. И лекарства здесь стоят намного-намного дешевле, чем в России. Ой, я уже точно не помню... 60 таблеток глюкофажа Лонг 1000 я покупала в районе 700 рублей. Цены постоянно в России растут, и, скорее всего, сейчас это уже намного стоит дороже. Кто в курсе вообще, кто принимает такие таблетки, напишите, пожалуйста, нам очень интересно будет почитать, сколько сейчас, например, на сегодняшний день, февраль 2022 года, стоит глюкофаж Лонг 1000 в России. Именно Лонг 1000, потому что они дороже, чем обычные 1000. Вот. 60 таблеток в районе 700 рублей я покупала, а вот эти 34 рубля, если грубо даже умножать на курс 6, это получается так, 180, 30 лир это 180, и еще 4 лиры это 24. 204 рубля. 204 рубля 100 таблеток. Вот представьте. В России я отдавала более чем в 3 раза дороже за почти половину количества таблеток. То есть получается в 3 раза дороже, в половину меньше таблеток я получала. Это получается в 6 раз, короче. Примерно в 6 раз вот эти таблетки дешевле, чем в России. При том, что я на 100% уверена, что это не подделка, это оригинал. Ну, в общем, может быть, поэтому... Я вот, к сожалению, когда допивали мы глюкофаж, не мерила сахар. Я вообще его меряю, знаете, то мне приспичит, могу там через день его померить, то могу его 2 месяца не мерить. Вот я его достаточно продолжительное время не мерила, пока мы допивали с Алексеем глюкофаж, а как стали как стали принимать вот эти таблетки, так получилось, что я его померила натощак, а потом мне знакомая порекомендовала померить еще через несколько часов после еды померила, и в итоге натощак 5,1, после еды 4,8, представляете? В общем, мы довольны. И я уже вам рассказывала несколько влогов тому назад, что у нас наши дорогие любимые соседи заболели, молодежь наша, Настена с мужем. Попросили нас в аптеке купить им лекарства, противовирусные тоже, стоят сущие копейки. Я просто помню, когда мы с ковидом лежали, болели в России, то для меня и для Алексея витамин С, противовирусные и кроверазжижающие тромбоаз Олег пошел, купил и заплатил за это более 5000 рублей. Представляете? Это просто немыслимая сумма. И здесь мы для ребят купили лекарства на 143 лиры.
округляем до 150, умножаем грубо на 6. То есть на 900 рублей мы купили молодежи лекарства на двоих. Противовирусные там были против кашля, против горла. И градусник мы им купили. Вот, на 900 рублей. И в России мы покупали те же противовирусные, немножко состав там был другой, витаминку С и тромбоаз на более чем 5000 рублей. Короче, лекарства здесь, вот я смотрю, ребята лечились, мы лечились в России с противовирусными, ребята здесь лечились с противовирусными в 5-6 раз дешевле. В Турции стоят лекарства. Вот. Не могу точно утверждать по конкретным позициям, но вот, имея информацию о метформиносодержащих препаратах и имея информацию о противовирусных препаратах, могу вот на основе вот этих 2 покупок наших заявить, что в 5-6 раз здесь лекарства дешевле, чем в России. Такие дела.